Везде Вот, лавочки стоят, да. можно сесть, Вот посидеть. все это будет цвести. Вы представляете, как здесь будет красиво, когда оно расцветет? А мы это обязательно покажем, если вам это интересно будет. Морозники высажены тоже, тут интересный сорт. Покажи, пожалуйста, сорт. Видите, они просто соцветия находятся очень сбито друг возле друга. Видишь, их много сразу в одном мече. Так кучно очень. На одном стволе сразу очень много. Это тоже морозники? Да, это тоже морозники. Вот мы вам покажем. Посмотрите, какой интересный сорт. Они просто черно-бордового цвета. И они сейчас очень хорошо цветут. Желтые середины. Листьев не видно, видно только сами цветы. Сорт вот называется так. Если любите морозники, вот этот сорт обязательно приобретите. Он просто необыкновенный. Мощные побеги. Высокие такие. Да, мощные высокие побеги. И цветы тоже такие, ну, не нежные, скажем так. Вот красивые тоже сорта. Камень вырос. Вот это из обычных уже морозничков, но тоже красивые. Тет-а-тет называется сорт. А, нет, это, наверное, называется нарциссы, так назывались. А морознички вот такого вот сорта. А тут прямо сад камней вон слева, смотри. Сколько камней. Да, но мы лежит. не успеем мы все Не, ну показать. да, наверное, уже. К сожалению, мы все не успеем Смотри, показать. как хорошо клумбу сделали. Но мы обязательно Каждое растение покажем. отдельно, и его очень хорошо видно. Травы нету. Все подписано. Вот тюльпан какой красивый, тоже сорт. Необыкновенно красивый. Очень хорошо, когда тюльпаны так высажены группами. Ты понимаешь, что это за цветы. Да, там вдалеке, вот мы, смотрите, мы туда сегодня не пойдем, но мы вам покажем, что вот еще там целое море клумб различных и растений. Там еще показывать и показывать. Но мы пока идем к выходу, так как время нас не ждет. Да. Вот тоже группой высадили, тоже как красиво выглядит, когда это все группками. Вдалеке морозники, уже других сортов. Хвойные тоже, они все подписаны, то есть вы можете все это увидеть. А вон тоже целые плантации тюльпанов высажены. А тут нарциссы и тюльпаны. Просто ужасно, ужасно красиво. Посмотри, как красиво там тоже. Ну и как не показать. Знаете, это, наверное, мечта любого садовода. Ну только работы сколько на этом участке. Давай покажем просто вот уже эти весенние цветущие. Потому что они вот-вот и уже вот такие вот поляны нарциссов высадили. Часть нарциссов, другие сорта, более ранние, они уже, к сожалению, даже отцвели. Видите? Ой, как тут пахнет. А что тут так пахнет? Нарциссы. Нарциссы пахнут. Ветер сюда. И пахнет... Вон лилия. Да ты что? Нет, это не лилия, это вот пахнет. Мы называем их рябчиком. И рядом вот такой бадан красивый. Это все на берегу. Озеро, а в озере он тоже Растительность, да? водная Это растительность. из обычных, которые мы все знаем, рябчики. Я найду, как правильно он называется. Это так по привычке уже. Вот нарциссы какие красивые. Бадан какой великолепный. Здесь высажены и очитки какие-то. Видишь, тоже будут они цвести. И наверное, это стахис высажен. Тоже будет цвести. Это все будет очень-очень красиво. Так. Вот с этой стороны тоже. Это, наверное, чистец такого сорта. Вот еще рябчики желтого цвета, красивого. Очень. О, а здесь лавочка, и сверху, да, смотри, сделали такую, типа перговую. А вон морозники еще
Видишь, высажен. И вон морозненькие. Господи. Ой, где ж ты время-то взять, все это снять? Видите, какой ландшафт здесь оставили специально такой А вон, неровный. смотри. И Да. оформили его. Да, и плантации тюльпанов. Ну, очень Слушай, мы красиво. тогда не были, я даже не знал, что здесь Разные такая юки. территория. И вот юка с желто-зеленым листом, вон с розовинкой. Ну, то есть много очень всего. Сюда надо приезжать с самого-самого открытия, чтобы просто все успеть снять. Правда красиво, да? Очень. Ну что, выходим, наверное. Ну да, к сожалению, время нас уже подгоняет. Да, люди тоже Да, уже питомник будет заканчивают закрываться. работу. Жалко, нам не удалось все заснять, но мы надеемся, что в ближайшее время мы сюда должны будем еще приехать, правда? Конечно. Ну что, ну обидно, все снять не успели. Ну, одна надежда наших подписчиков. Ну да. Мы в любом случае сюда приедем. Ну, знаешь, когда знаешь, что людям это интересно, хочется людям показать это. А вот смотрите, какие интересные ранние весенние цветочки. Правда же интересные? Ну, даже кустики высажены земляники. Тюльпаны тоже. Много всего. Вот какие морозники. Посмотрите, это все поляна морозника. Посмотрите. Боже мой, какие красивые большие кусты. Но это какие-то сорта одного производителя, потому что они все на длинных таких ножках, очень крепких и очень обильно цветущие. Просто они усыпаны цветами совершенно. Да? Да. Очень красиво. Вот так вот оформили приствольный круг. Ты смотришь, сколько жерновов они нашли где-то. Да. Какие тюльпаны красивые, темно-бордовые. И внизу виолой подбито все это. Слушай, ну уже, наверное... Посмотри, араукария. Араукария 3 метра высотой. Араукария араукана. И она выдерживает морозы. Смотрите, какие у нее интересные. Видите? А вот камелия. Это камелия в вазоне, посмотрите. Давай я посмотрю, какая ее цена. Не написана цена, к сожалению. Может, они Наверное, уже купленные. Может, они уже купленная, а купленные. может, это спрашивать надо. Вот с подвесных кашпо вот такое вот контейнерное озеленение сделали. Видите, там внутри что-то из трав, а по краям оформлено все виолами. И все это в таком кокосовом волокне. У них даже старый трактор выглядит как новый, как раритетный. А мы сейчас подойдем к зоне, там, где камни, да, наверное, были? Пальма. Банан, по-моему. Да, это банан, кстати, высажен, смотрите. В таком большом 30-литровом горшке. Не 30. Ой, это больше, да? Это где-то 200-литровый, наверное. Обрезанные листья у него, но он живой. Посмотрим, когда цвести начнет. В приствольных кругах деревьев высадили тоже вот тюльпаны, нарциссы. И все это засыпали корой, чтобы росла меньше трава. Ну, немножко растет, но ничего страшного. Это в больших таких вазонах. Сирень, да? Не подписано, что это, пока непонятно. Туда не пойдешь. Там, видишь, Что?
Не перейдешь. Вон мостик. А может быть, то нельзя. Ну а почему нельзя, если там тоже так же подписано? Вот так вот, посмотрите. Мы туда не пойдем, но мы отсюда вам покажем. Посмотрите, как красиво. Высажены деревья. Сейчас они все цветут уже. И везде в приствольных кругах высадили тюльпанчики и нарциссы. Посмотрите, как красиво. Правда? А вокруг эта зеленая травка. Вообще замечательно выглядит. Под крупными деревьями яблоко. Там, видишь, другое что-то высажено, но отсюда не видно. Но тоже все эти круги заполнены растениями. Так что очень интересно. А как туда попасть? Куда? Ну вот туда, попробуйте. Да вон они просто не прокосили, можно туда идти. Да. Хорошо. Да. Они еще и рыбу туда запустили. Не, ну мы не будем рыбу трогать, пошли перейдем. Просто посмотреть, что прыгает. Не успели все прокосить, видно. Ну да, в этом части не прокосили еще. Ну тут территория огромная, и так они молодцы. Вот куда-куда, а сюда просто рекомендуем, да, приехать обязательно. Даже молодые деревья магнолии высадили. Видишь, какие красивые? Угу. Наверное, новые сорта высадили специально, чтобы можно было их опробовать в условиях зимы. Тут все высажено, все хвойные, которые у них представлены. Тут все это растет. Вы все это можете увидеть. Вон, если фруктовые сады у них растут, Да, и уже фруктовые сколько лет сады. им. И все подписано. Ну, очень рекомендую. Сюда может приехать каждый и купить то, что ему понравится. Тут нету ограничений. Тут просто есть разница в цене. Насколько я помню, по-моему, цена розницы и цена оптовая, разница там в 5%, по-моему. Да? Да. Разница небольшая, но зато вы приехали, увидели, что вы покупаете, посмотрели, как оно растет, и приобрели. Они в конце вот тоже там поставили, по-моему, скамейку, там, где будет магнолиевый сад. Мы можем подойти, конечно, посмотреть вот в ближайшую. Нам сказали, что у нас есть еще час, так что мы решили еще немного поснимать. Это, очевидно, сакура. Какой-то из сортов. А вот мы идем к магнолии. Вот какой красивый сорт. Посмотрите, она крупная-крупная. Магнолия Стар Варс сорт называется. Вот такие вот крупные цветы. Немножко некоторые морозом подбило, видишь? А эти бутоны, которые позже, они распустились, и они вот такие вот красивые. Пошли дальше. Угу. Это что? Это тоже магнолия, только это магнолия. День добрый! Магнолия Донна. Каждое дерево подписано. И видите, мы здесь ходим гуляем, никто ничего совершенно не говорит. А вот по краю они высадили хвойные, чтобы питомник имел свою микрофлору. Скоро все это вырастет и закроет, тут такая будет своя атмосфера. Да, ну мы дальше не А пойдем. дальше тут некуда идти, да, тут дальше в основном деревья, и они сейчас не цветут. И некоторые даже еще листьев не имеют.
Здесь очень много, Тут разнообразие да, просто бешеное, да, тут ребята. много сортовых Вот мы растений. на высокой точке, видите, вот мы стоим, и вот это все деревья, они все разные. Тут нету ни одного повторяющегося. Это все разные сорта, разные виды. Специально высадили, чтобы показать, как оно будет расти. И как оно перезимует, потому что многим это важно. Вот, посмотрите, какие шишки шикарные. Сышка! И каждое дерево подписано. То есть вот все это, за этим они наблюдают, смотрят, как они себя ведут, в каких условиях, как на солнце, как при морозе и так далее. И они будут тогда точно уверены в том, что они вам рекомендуют, то, что они вам продают. Это очень важно. А не просто вот главное всучить за бешеные деньги какую-нибудь редкость, которая в жизни у вас не будет расти. Ну, будет в теплице. Ну да, или будете носиться с ней зимой в теплицу, в дом, куда-нибудь в подвал, летом обратно выносить на улицу, или поливать, или не поливать, или что с ним делать, там, куда его на солнце или в тень. А тут все понятно, совершенно все понятно. Как оно, они все это сами увидят, все проэкспериментируют и Наш скажут питомник своим именем очень дорожит, сами видите. Лозенковский парк — это природный, скажем так, парк, в котором все. Национальный, так сказать. Да, Там, когда-то завозились туда редкие растения, но сейчас же когда уже, хозяин был. сейчас же уже все пошло так вперед, все эти сорта, разнообразие видов, сортов, Вон что... такая скамеечка А подойдет. здесь именно вот вы увидите вот все эти новинки. Ну, это здорово. Молодцы они, что они так придумали. Вот видите, очередной сорт морозников. Ну, к сожалению, он не подписан, и я не знаю, как это ботаническая, как эта форма называется. Вот тоже кусты, и все они уже такие, довольно-таки взрослые. Но это, видишь, другой, по ним сразу видно, те более мощные. Им хватает работников, чтобы это все поддерживать в Вот тоже. состоянии. Посмотрите, тоже какой сорт морозника. Это все морозники. Я подпишу то, чего не знаю, то, чего не смогла вам сказать. Ну да, люди написали от руки, они-то знают, а мы-то Да, нет. там не прочитаешь, а я не знаю. Так, вот тоже. Высадили и все подписали. Какие молодцы. Бергения. А вот какие деревья два. Это кедр. Кедр, О, видишь? он даже с ценой. Либани. И вот такая вот Атлантика, Глаука, Пендула. 1150 злотых. Вот такая вот форма. Видите, какая? Плакучая. Красиво же, правда, над прудом. Вообще очень оригинально. Вот камни, вот А вон такие вторая вот. тоже. Да, вот такие вот кедры посадить. Плакучие формы. Есть же очень много. И буки есть такой плакучей формы, с красной, красивой. Да, ну море таких сейчас растений. Пойдем. Смотрите. Друзья, ну вот и закончилось сегодняшнее наше путешествие. Не все мы успели посмотреть, не все успели вам показать. Сегодня мы были с вами в питомнике Шмидта. Показали вам, какие растения здесь есть, какой ассортимент предлагается. Показали, в каком состоянии этот сад находится, этот питомник. Сколько здесь высажено всего интересного, всего красивого. Нам здесь очень понравилось. Если
вам понравилось наше видео, если вам интересно гулять по таким местам вместе с нами, если вас интересуют какие-то конкретные вопросы, касающиеся ассортимента растений, которые предлагает этот питомник, ихнего качества, их цены именно здесь, на месте, в самом питомнике, пишите, заходите на сайт этой фирмы, этого питомника Шмидта, заходите на сайт, смотрите, что вас интересует, и если есть конкретные просьбы у вас, мы можем сюда приехать и ответить на эти ваши вопросы, показать то, что вам интересно, то, что вас интересует, цены, качество, размеры, ассортимент, как это растение будет выглядеть во взрослом состоянии. Мы постараемся его найти во взрослом состоянии и показать вам, скажем так. Ну и просто, если вы хотите вместе с нами погулять по такому замечательному, по такому красивому, ухоженному, с такой любовью, здесь заботятся об этом парке, саде, питомнике. В общем, 3 в 1. подписывайтесь обязательно, чтобы мы понимали, что это интересно, что это нужно кому-то. Вот. И мы будем знать, что да, нам следует сюда приехать еще раз, потом приедем мы сюда еще летом, если вам это интересно, или не летом, наверное, даже в мае, когда все это начнет цвести. Вот все это разнообразие, вся эта красота. Спасибо, что были с нами в этом путешествии. Подпишитесь, поставьте лайки. Жмите на колокольчик. До новых встреч. Спасибо, друзья. Всем пока.